Дамы и господа, всем привет! Вы смотрите очередную серию с нашим мегапроектом, где мы поставили советский трактор и японский мотор от легкового автомобиля на 300 лошадиных сил. Это было непросто. Очень много было негативных комментариев на старте проекта, когда мы ставили такой мотор, что ничего работать не будет, никак оно не подтянет и он помрет. Уже, наверное, прошло больше года, мы уже и на максималку испытали, и с отвалом мы работали, по снегу ездили, по грязи ездили, и, в общем-то, не помер до сих пор. В этой серии мы решили ответить на два самых распространенных комментария. Первый, самый-самый распространенный: ваш мотор говно, просто сцепите с другим, с штатным трактором, таким же D75, и вы все увидите. Хорошо, что на территории такой трактор есть, и мы в этой серии обязательно вам покажем. Нам самим очень интересно. И второй момент — внешка. Что он у вас выглядит как сельский сортир, не знаю, и металлолом в одном лице. Короче, этим займемся сейчас в первую очередь. Наведем красоту. У нас уже есть определенные задумки, поэтому присаживайтесь. Мы начинаем. Ты, пока меня не было, в металлолом сдал? Где гусеницы? Да, я тут узнал, что цены на металл-то подросли. Вот, поэтому мы наши старые лысые гусеницы туда обязательно отвезем. А новые гусеницы за копеечку, новые старые гусеницы у нас, смотрите, оказались как раз для перетягивания, для оффроуда, все по красоте. Где у нас? Но они далеко не лысые, и по асфальту, судя по всему, они не ездили. Трактор работал, наверное, больше все-таки в полях. Коленвалы надо выстукивать. Да, вот такие же, как и были на нашей, на той. Гусеница другая. Только, да, вот такая беда, но гусеница с хорошими зацепами. Чуть-чуть решили подвинуть трактор. Давай, давай. Еще. Да хватит, все, Игорь. Вот теперь здесь есть место. Гусеницу практически собрали. Сейчас будем ее протягивать под трактор. Подожди. Стой, подожди. Стоп, все, хватит. На дворе ночь, а мы... На траве трава, на траве Эти вверх. А этот кусманчик как туда тащить? Объясни. Пошла ментальная борьба. Не перепутался вообще ни разу. Да, только ты ее не так положил. Игорь натягивает гусеницу. Смотреть без регистрации СМС. Давай еще, надо еще. Получилось, да, дел? Ну что, надо заводить. Так. Стоп, подожди.
Так у него вид такой сразу зубастый, злой стал. Да, а до этого беззубый такой. Беззубый был, да. Да, конечно, обслуживание тракторов тяжелый физический труд, как, впрочем, и езда на нем. Почет и уважение дедам, работавшим на такой технике в полях. Сейчас, конечно, трактора покомфортней, но в будущем, мне кажется, нужды управлять тракторами и вовсе не будет. Всю работу за нас сделают нейросети. Почет и уважение людям, которые делают нашу жизнь проще и лучше. На пороге таких изменений стоят дата-сайентисты. Эти специалисты занимаются анализом и обработкой данных и всем, что связано с нейросетями. Благодаря их труду сегодня у нас есть голосовые помощники, беспилотные автомобили и многое другое. Даже посадка на Марс не обошлась без их участия. Поэтому это одна из самых востребованных профессий в IT, что подтверждает и средние зарплаты в 250-300 тысяч рублей, и постоянный рост количества вакансий. Что особенно важно, освоить эту профессию может каждый. Возраст, образование и навыки не важны. Главное – правильный подход. Именно поэтому я рекомендую пройти курс по Data Science от Skill Factory. Во время обучения будет максимум практики, занятия с экспертами из Яндекса, NVIDIA и Eora, поддержка менторов на всех этапах и индивидуальная подготовка к трудоустройству, благодаря чему многие находят новую работу еще в процессе обучения. Здесь можно самостоятельно выбирать удобное время и темп обучения, из-за чего курс можно легко совмещать с работой. Рекомендую курс не только я, но и те, кто уже закончил обучение и оставил свой отзыв на независимых сайтах. Переходите по ссылочке в описании под этим видео, оставляйте заявку и меняйте свою жизнь к лучшему. А по промокоду COMBAT действует скидка 45%. Торопись! Поменяли гусеницы. Дмитрий Викторович на старте этого проекта так нас пугал, что никогда мы не справимся. По итогу сейчас мы это делали второй раз, раза в 4 быстрее все это сделали. И, в общем-то, нас такие работы теперь абсолютно не пугают. Трактор преобразился. Я думаю, что ездовые характеристики тоже преобразятся. Главное, чтобы с такой высотой не преобразилась наша крыша, когда будем выезжать. Здорово. Переходим теперь к работам по внешнему. Я считаю, что вот этот вот какой-то колхозный, безобразный внешний вид, большой вклад в него делал этот безобразный капот. Сейчас я его отбезображу. Довольно наблюдать этот страшный ДТ. Он должен выглядеть по стоку. Советская техника должна быть ухожена. Ваши комментарии не остаются без внимания, поэтому... Тут почему-то лишняя дырка. Поэтому, друзья, сейчас я вам покажу. Стой. А дальше что? А дальше... Она реально тяжелее, чем тот, я не знаю. Тяжелее. О! Встал. Как ты его поставил, я вообще не понял. А, ну вот дырка. Ну. Так что Да, да. на весу. На весу. Ну, конечно. Иначе дребезжать будет. Главное, что он прямой. Ровненький. А следом за капотом у нас идет дверь. Подожди, надо же снизу еще открутить. Опа. Мерседес. Четкая дверь. Чуть-чуть буквально где-то заклепочки, где-то как-то вот траву убрать, и в принципе можно и ехать. Поликарбонат 5 мм, можно было взять и 3, но мало ли кто-то прилетит, грач какой-нибудь. Посмотри, какая красота у меня получается. Я в тюнинговом магазине купил сеточку, типа а-ля этот Бенц. Смотри, четко вообще. Сейчас мы ее сюда прикрепаем, у нас будет этот трактор не хуже Бенца. Блин, какая она четкая. Бентли просто. На свой Бентли. Танк. Может быть, я эту сетку еще куда-нибудь поизобретаю, мне понравилось.
Основные работы подготовительные к покраске, как известно, они занимают самое большое время, пройдены. Ну а сейчас вот непосредственно укрылочным материалом, плоскости, которые не нуждаются в покраске, мы закрываем и переходим уже к самому главному. Так, выезжаем из ангара, красить будем на улице, потому что здесь иначе мы задохнемся. Нормально пока вроде. Ну, совсем в притирку, зимой уже не выйдем. Лифтанули трактор. Зимой будут проблемы. Ни хрена себе. Игорь далеко уехал. Много не надо. Потом добавляем, ну, поскольку она может быть без утвердителя, то мы добавим его не то чтобы много. Ай, как хорошо, как хорошо. Разве нельзя это было сделать год назад? А? Ну да. Столько бы довольных было. Испытания на скорость надо было проводить на красивом тракторе. А то все думают, что мы совсем колхозники, а мы только наполовину. Как бы ни получилось, будет лучше, чем было. Лучше, Ладно. да. Да. Сначала напыляешь краску вот таким напылом. И никогда не стой в одном месте. А потом уже красишь. Ну что поделать, ну опыли хотя бы. Ну или грунтом потом это зафиксируем. Ну что, друзья, вот так он выглядит, наш DT75 Black Edition при свете дня. Ну не красавец, а смотрите, да, весь черный. Тонировки не хватает, согласен, не успели. Решеточка, фарики, не абы какие. Фары такой фирмы стоят, на секундочку, на КамАЗ Мастере. Можно тонуть, гарантия 5 лет, это не голимый Китай, это настоящее финское качество. Будем испытывать, такие же у нас теперь стоят. Все хотели внешку, получайте. Смотри, смотри. Красота, красота. Мучился, вырезал, Дмитрий Викторович помогал. Парням из Техстар спасибо. Я даже в их честь еще одну наклейку сейчас наклею. Пусть будет на нашей новой двери. Попробуйте теперь написать, что мы не занимаемся внешкой. Мы с Димоном уже запарились. Вначале с гусеницами. Потом с этим вот всем. Короче, 1,5 дня только на проводку ушло. Лебедочка Red BTR дополняет внешний вид. Ну все, неплохо. Можно какую-то защиту из алюминки, чтобы она еще как бы дополнила внешний вид. Ну и, конечно же, не терпится проверить новые гусеницы. Только что подтягивал. Опять провисло. Да сколько можно. Сейчас опять буду подтягивать и поедем, найдем горочки. Найдем туда-сюда, садоводов попугать. Милое дело.
Там весь УЗ такая тила. Ну это же УЗ. Ну, УЗ. На нем что только не делали. Капец, это страшно. А что ты собрался делать? Не, ну Игорь, ты жмякнулся головой, что ли? Ты совсем, что ли, с дуба рухнул? Он не въедет сюда никогда. Не, Игорь! Блядь! Рухнулся, что ли? Жизнь какая-то! Я чуть штаны не наложил. Мне надо штаны поменять. Скажите мне, трактористы и бульдозеристы, кто там на ручной коробке вот так вот сделает? Плавно, аккуратно. Я так боялся, я просто сейчас было такое ощущение, что он назад туда. Я тоже боялся. Это капец как страшно снаружи. Ну не, на самом деле салон не так уж чтобы страшно. Ну, Я понимал, что с нами сила. Вот это. и кабина, у нас, это, блин, ну это очень жестко. Нифига он едет, он просто в такую горку. Практически. Я чуть-чуть вот так вот газком поигрывал. Жесть какая-то. Вот многие писали, да, когда на Ренглере съездили на камни, я говорю, на ручной коробке неудобно. Вот я вам показал преимущество автомата. Никаких откатов, чуть-чуть играешь ты газом, он заезжает просто шикарно. Для триала лучшая трансмиссия. Сейчас он хочет попробовать, видимо, без разгона. Да вообще без проблем. Просто с места. Гусеница, по крайней мере, не сваливается вот такие. Да, гусеница, по крайней мере, не Да, вы поняли, да. Вот техника дарит эмоции. И, по-моему, зацепа стала чуть-чуть побольше. Можете пока писать, что внешку не доделали. Да, есть такое. Ну, я думаю, к следующему выезду, да. К следующему выезду, естественно, доделаем. Красивый короб у нас будет под штатный бак. Мы найдем штатный бак. Просто сейчас вот по объявлениям что-то все резко пропало. Фарики мы повесим на кронштейны, потому что схалявили немножко. Они должны стоять вертикально. Там пучок именно белого, красивого, финского цвета. Именно он сделан таким образом, чтобы фары стояли вертикально. Сейчас они будут вот так, а не вот так светить. Все любят вызовы. Ну давайте, кидайте нам вызовы. Поедем на лепку. Сейчас осень, там хорошо. Хорошо. Будем проверять. Гусеницы на месте, УЗ на месте. Фары есть, чтобы вернуться в ночи. Так, друзья, наступил тот самый момент перетягивания. Все-таки, да, испорченный нами трактор на японском V8 и советская мощь. На наш трактор мы повесили отвал, чтобы компенсировать разницу в весе, потому что иначе это было бы нечестное сравнение. В остальном, ну что, два трактора, на том даже еще навеска, куча кронштейнов,
На этом ничего нету. Легкий мотор, зато отвал. Дмитрий Викторович, к сожалению, вчера получил травму в борьбе со стихией. У нас буквально тут ураган бушевал. На лайв-канале вы увидите, что снесло крышу с ангара. Дмитрий Викторович с Алексеем пытались бороться, но силы были, к сожалению, неравные. А вот насколько сегодня силы равны или нет, мы сейчас узнаем. Много можно разговаривать, но испытание покажет, да, что на самом деле мы тут рассказываем вам уже, наверное, второй год. Давайте проверим. Ох, прямо волнение. Димон за тем трактором ездил мало, путается во всем, в рычагах. Сейчас разберется, наверное. Он просто в легкую его тащит. Он его просто в легкую. А знаешь почему? Потому что автомат. Я могу плавно дозировать, да. Я не допускаю пробуксовки. Есть такая фишка. Это ты как бы в натяг пошел. Я в натяг пошел. А я бросил сцепление. И у меня... Давай еще попробуем. Хочу обратить ваше внимание на следы. Вот то, о чем Димон говорил. Димон зацепился в натяжечку и пошел. Я, к сожалению, сорвал дерн гусеницами. Все, дальше как бы у меня шансов никаких. По сути, два трактора, они очень похожи. Вес мы уравновесили, ну, в конструкции, ну, крайне близки, да. Все различие именно то, как передается тяга. Плавно, резко, рывками. Ну вот отсюда результат. Ну, давайте, может быть сейчас все по-другому будет. Сейчас посмотрим. Так, попытка номер 2. Включаю первую передачу. В этот раз чуть-чуть поплавнее попробую тронуться. Сейчас. Да что такое сделать? Но это без шансов. Ты даже тронулся первее меня, я все равно тебя потащил. Посмотри, вот у меня вся гусянка замыленная, у тебя она цепляется. Ну, то есть и плавно совсем вот так, как я, ты не можешь. Я в этот раз попробовал, я даже, поехал, то есть я уже зацепился, и потом все равно ты меня... Ну, потому что я плавно дозирую. Видишь, я же могу жмут по трансформатору, Да, у тебя гидротрансформатор, а я напрямую. А ты напрямую, вот и результат. Это не значит, что на этом тракторе, конечно, можно сутками пахать, но тем не менее тяговые характеристики определенные он имеет, да, за счет своего автомата. То есть, допустим, на бездорожье, да, при достаточно лайтовой нагрузке по сравнению с пахотой, он будет ехать лучше, чем штатный трактор. А мы этим, собственно, и собираемся заниматься. У нас бак уже на подходе, я договорился с человеком, я заберу бак, мы доделаем внешку, доделаем салон, лепки, фигепки и будем заниматься то, чем мы больше всего и любим. Я надеюсь, что вы тоже это любите. Всем огромное спасибо за просмотр. Другие перетягивания, другой нашей техники мы заливаем с Димоном в ТикТок. Так он и называется, Комбат Крю. Там у нас есть перетягивание автобуса с ДТХ-ой, перетягивание автобуса и Володи, и много еще чего. И не забывайте про наш мерч, он тоже называется combatcrew.ru. Вот, и столько всего. И всем спасибо, и всем всего, и всех благ. Всем пока.